отчасти ваш прогноз, только отчасти сбывается в части того, что, мол, не надо от Трампа многого ожидать. Я так суммирую то, что вы говорили, потому что, он вообще человек взбалмошный, импульсивный, обещает зачастую далеко не делает. Отчасти почему? Потому что все-таки к настоящему моменту, вот давайте сначала с этого начнем. Он огласил 25% пошлину на Индию, накладываемую за приобретение российских энергоресурсов. Да? То есть они получают сырье российское, перерабатывают, как оказывается, еще и перепродают, как сказал Трамп, зарабатывая на этом гешефт. И мало того, мы увидели реакцию Индии. Поначалу вроде осторожную, и мы с вами даже это обсуждали, когда это предполагалось, а сейчас более уверенную в себе. Они там уже и говорят, что на саммит в Китай едет Моди, шанхайский саммит, и на закупками объявили американское вооружение и собираются паузу взять. Там еще непонятно что. На ваш взгляд, так сказать, во-первых, выглядит это торговлей с США, Вашингтоном, и может ли Вашингтон в лице Трампа отыграть это назад именно конкретно с Индией? Вот такой вопрос. Ой, вот сейчас эту тему вообще ужасно трудно сейчас обсуждать, потому что мы дел-то не видим. Мы видим только заявление. То есть мы обсуждаем треп. Вот пустой треп. Я сегодня видел такой клип в Ютьюбе, где куклы Трамп, со спины Путин, и они, в общем-то, говорят, вот, если будет то я приму жуткие совершенно меры, если вы не прекратите войну. Ну, какие меры-то примет? И тут Трамп размахивается и дает по физиономии кому? Индийскому руководителю. Да. Он говорит, а меня-то за что? Да, похоже, да. А Путин сидит довольный, потому что он вообще тут совершенно ни при чем, никто его наказывать не собирается. И это очень правдивая картинка такая. Потом давайте посмотрим дополнительные пошлины на индийские товары. Индия торгует с Соединенными Штатами, там где-то до 90 миллиардов долларов не доходит в год, но где-то 86-87 она все-таки торгует. Но через 21 день, то есть где-то к концу августа, возможно, введут вот эти 25% дополнительно к 26%, которые были объявлены раньше. То есть это на индийские товары 51% как минимум будет такая вот пошлина. Это удар, серьезный удар по индийской торговле, по экономике. И первые подозрения такие, а что, Индия возьмет, да и откажется от приобретения российской нефти. Так, смотрим, значит, если откажется, то где-то России будет трудно найти замену покупателя где-то вот на эти объемы, которые она поставляет. Вот у меня так на бумажке написано, сколько в Индию они поставляют морем, потому что в Индию все идет морем, никакой трубы там нет. 1,72, то есть, чуть больше 1,5 миллиона баррелей в сутки. Вот это в Индию поставляет. Это в 1,5 раза больше, чем в Китае, морем в Китае, потому что Китай еще и по трубе получает. Так вот, эти 1,72, 1 720 000 баррелей в сутки, что рынок вот без этого объема, он как выживет, просядет или образуется такой дефицит, что цены взлетят неизвестно куда. Первые такие подозрения от кого? От провластных экспертов из Москвы. Там есть такой Юшков, абсолютно продажная личность. Других-то нет. Нет, там есть такие, которые молчат. Хорошие эксперты. Вопросы, поэтому они и молчат. Да. Так вот, оказывается, по его подсчетам, цена на нефть тут же взлетит до $150 за баррель. Дальше мы видим, что начинают Индии грозить всяческими карами экономического характера. Вижу утечки в печать. Вот подсчеты, Индия потеряет на переключении на других каких-то поставщиков $5 миллиардов. В другом материале $9 миллиардов потеряет Индия, если переключиться на кого-то другого. А смотрим на цену.
на вот график нефтяных фьючерсов. А там что? Вот оно из-за такой страшной угрозы для мирового рынка, когда пропадет российская нефть, что получится? Дефицит, и цена должна же взлететь куда-то. Она не взлетает, а падает. То есть вот это уже не $70, это уже где-то 66 с небольшим долларов цена на нефть. То есть рынок, вот те люди, которые рискуют, иногда миллиардами долларов рискуют на этих вот рынках с фьючерсами, они это все серьезно не воспринимают. Мы слушаем серьезных каких-то аналитиков. Ну, вот есть, я прям, поскольку российского назвал по фамилии, тут в Техасе есть такой Анас Аль-Хаджи. Очень интересный человек, он внимательно следит за тем, что происходит на нефтяном рынке, в ОПЕК и так далее. И вот он говорит, посчитал, и опубликовал довольно неплохой аналитический материал. Он говорит, а ничего не произойдет. Потому что и Индия совершенно спокойно, она может переключиться, вот полностью от России отказаться, потому что рядом, вы посмотрите, в странах Персидского залива на 3 миллиона баррелей в сутки есть запасные мощности, которые не востребованы сейчас. В одной только в Саудовской Аравии 2 миллиона баррелей в сутки есть. И они российскую нефть очень простенько, чтобы не нарушать баланс на рынке, они ее заместят. То есть ничего этого вот такого нет. Мало того, когда российскую нефть вот покупали и начали много, она не вытеснила в основном нефть из Персидского залива в Индии, в индийском балансе импорта. Она вытеснила американскую нефть, она вытеснила нефть из Западной Африки, там и из каких-то других стран. И вообще все положение вот Индии мало что угрожает. Вот мы посмотрели по экономике. Вот эти санкции, эти пошлины, которые Трамп собрался против нее вводить. То есть все остальное вот вокруг всего этого, единственное действие, и то оно еще нет этого действия, только объявлено, а оно оказалось на поверку пшиком. Потому что не будет такого воздействия на мировой рынок, на экономику Индии, она не пострадает от этого серьезно. Все цифры, смотрим, я довольно внимательно начал считать, смотреть, все. Да нет, нормально совершенно, все будет продолжаться так, как есть. Но вот сейчас оценивать то, что происходит, страшно трудно, потому что идут сплошные вбросы. Вот как вбросы по поводу того, сколько Индия потеряет, там какие будут цены и все. И последние даже, по-моему, 1,5 года где-то я перестал верить агентству Bloomberg, потому что это какой-то сливной бачок уже стал. То есть туда вбрасывают все, что попало, и они потом начинают... Посмотрим, кто предсказал, что будут переговоры вот в такой-то и такой-то стране. Да Bloomberg опять получается. Посмотрели, вот Россия обсуждает... Дальше уже начинаются очень интересные вещи. В заголовке. В России обсуждают территориальные уступки. И опять смотрим, что-то вроде Bloomberg. Да, то есть вот что-то такое. А кто обсуждает? Где обсуждают? Что обсуждают? Это болтовня. Вот нету этого ничего. Сегодня, замечательный день такой. Вроде бы Трамп собрался отвечать Путину, который нарушил ожидания Трампа. Потому что и Трамп вчера еще сказал, я посмотрел прямо вживую, его спрашивают, а что будет, если Путин, у вас же ультиматум, у вас там срок назначен. Он говорит, посмотрим, что Путин будет делать. Путин ничего не делает. Он продолжает войну, он продолжает бомбежки украинских городов, люди гибнут. Да. То есть гражданское население гибнет. Да, это все фиксирует Трамп. Да, посмотрите как. Но посмотрим, что он будет говорить. А он ничего не будет говорить. Он не будет. Я, например, не верю в эту встречу. Да, что она, вы считаете, может не состояться? Да может, конечно, не состояться. Потому что шума вокруг будет. Два павлина друг перед другом распускают хвосты, и вот, значит, они вбрасывают слова, вот сыплются из одного, из другого, а толку-то нет никакого. Потому что, зачем это нужно Трампу? Вот ему нужен какой-нибудь маленький триумф. Показать, что он чего-то там добился все-таки. Обязательно нужно.
А Путину нужно одно. Ему нужно сфотографироваться с Трампом, когда они пожимают руку. Это очередной Ким Чен Ын. Да, выход из изоляции в его представлении. Да. И вот теперь пошли вот такие замечательные сообщения. Смотрите, наш великий вождь и руководитель, он связывается с руководителями других стран, начиная с Китая, там, Индии. Он с ними советуется, а может даже и советует. Он может даже свою роль обыгрывает, как вот сейчас встречусь с Трампом, я сейчас поговорю, может быть, и за вас словечко. Словечко, обязательно, да, вот такой. Смотрите, и в глазах публики, вот, ну, легковерной публики, великий лидер. То есть повторяется ситуация поздней весны 2020 года, когда Трамп его по телефону заставил поговорить с королем Саудовской Аравии. Тот страшно был доволен, что его пустили за стол вот большие мальчики в свою игру поиграть. И здесь то же самое. Для него это пиар-акция. Если он встретится с Трампом, то это опять будет... Он ему лекцию про печенегов прочтет, про денацификацию или еще какой-нибудь там бред от Мединского. А смысл-то тут не будет абсолютно никакого. Я не вижу уступки, на которые мог бы реально вот сейчас согласиться Путин. Ему даже обстановка не позволяет какие-то уступки сейчас сделать. Ну да, он может, конечно, потому что пропаганда мощная, он может это выдать за триумф. Вот у меня тоже, смотрите, мы тут выиграли вот тут, вот тут, вот тут. Но триумф-то не получится, потому что публика, она, конечно, во многом тупая, но не до такой же степени, чтобы не понять, что здесь поражение России вот в этой войне. Пусть даже удалось захватить какие-то вот территории, оттяпать у Украины. А потом возникает такой вопрос. Ну хорошо, вы будете сейчас вести переговоры о судьбе украинских регионов, вот территорий украинских. Что, без Украины? Это как вообще? И возникло тут такое, вот я разговаривал еще с одним журналистом, и мы обсасывали такую замечательную мысль. А что, если вот Трамп поведет себя так же, как вот он в Лондоне повел себя с британским премьером, когда стал честно ему говорить, что ваш вот лондонский мэр, это вообще это такая личность ужасная, что вы смотрите, что он творит. То есть Трамп вдруг начнет Путину в публичном пространстве говорить какие-то ужасно неприятные вещи. Трамп здесь сделает себе, это для него это будет большой-большой плюс. Смотрите, как он повел себя с военным преступником и как он ему показал вообще, что он о нем думает. Но Путин и его окружение же прекрасно это понимают, они хеджируются от такого рода риска в такой картинке-то. Я думаю, могут они с Трампом вот захеджировать такие риски? А я вам скажу, как Путин не поедет, если будет вот так же, как в овальном кабинете 28 февраля с Зеленским под камерой, значит, давая возможность говорить все, что хочет. И Трамп или Венс, он так не согласится. Они скажут, только закрытое, только, значит, тайное, вот переговоры, а потом мы выйдем, брифинг 5 минут, говорим для прессы, зачитываем заявление и никаких ничего. Путин может... я думаю, это с Трампом может не сыграть. Может. Вот, потому что Трампу как раз публичность нужна. Ему вот закрытые переговоры, вот это не в стиле Трампа. Он должен на публике показать, что он делает и что... Или намеревается сделать. Потому что делает не так уж много, а вот намеревается... Это тут, конечно, уж очень много получается. И поэтому я думаю, что есть большие шансы на то, что встреча просто не состоится. Что Путин побоится вот такого исхода. Если Трамп уж полностью не агент Путина, вот есть такие теории, давайте исходить из того, что это... Но мы исходим из того, что нет, допустим. Допустим, все-таки нет. Что он выбранный представитель американского народа, что это президент большой страны и, в общем-то, независимый от Путина. Но он и будет себя вести так. Вы посмотрите. Да, бывают какие-то очень неприятные, секретные, тайные беседы у того же самого Трампа. Вот недавно. Но они потом все равно про них становится известно. Обязательно все это просачивается. Недавний его совершенно разговор с израильским премьер-министром,
где Трамп опять якобы вот по просочившимся сообщениям, он опять начал вот мысли о том, что голодающие дети там какие-то в Газе. Там... информацию опубликовала. Да, что вот там смотрите что. И там чуть ли не они не орали друг на друга. Потому что Трамп вот, не был готов воспринять реальность. Он вот поддался как бы вот на какую-то пропаганду, которая откуда-то ему тоже в уши сливают, я чувствую. Поэтому это все вот не скрыть тайными переговорами, вот не получится. Если уж у них в Министерстве обороны нет никаких секретов, как были эти замечательные сообщения о том, как они пользуются электронной почтой и прочими там всякими мессенджерами, то здесь ничего не получится скрыть. И поэтому Путин здесь, я думаю, он может не рискнуть и не поехать. Угу. Интересно. Смотрите, тогда вот так поставим вопрос, Михаил Иванович, поскольку вы эксперт все-таки энергетического рынка и политический в том числе, вот в этой комбинации, вот Путин не боится вот этих первичных, а они по сути первичные, и вторичных санкций, потому что на Россию же тоже он обещал наложить санкции, и поэтому изначально не собирался с Виткофом ни о чем договариваться. Просто эта тема дискутируется, и многие говорят, нет, это такие испепеляющие санкции, если они все-таки будут приняты даже 25% пошлины, и на Китай, о чем грозился Трамп, и в Россию, хотя и там маленький товарооборот с Америкой, то это будет очень и очень болезненно. Да, это не остановит войну, но это первый шаг и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все-таки давайте оценим сейчас, когда мы имеем не то что даже половинчатую, третичную меру, которая в отношении Индии употреблена, в отношении, там, не знаю, Бразилии, Китая еще даже не ожидается. Ну и по Индии вы сказали, что это еще 21 день есть на это, еще неизвестно, может, отыграет назад. Насколько вообще Путин боится санкций конкретно? Вот я не имею в виду других мер, а именно вот этих адовых санкций, или там санкций, так сказать, с большим этим размером пошлины на товары. Вот давайте это оценим уже постфактум. Здесь надо разделять, наверное, самого Путина и публику, которая вокруг него там кучкуется. Да, потому что Путин, по-моему, он увлечен войной. Он понимает, что все вот эти санкции, которые вводились, они не работают для прекращения войны. Он может, даже если будут еще суровее какие-то санкции, напечатают деньги, изымут вклады, там много разных способов, введут новые штрафы, тарифы, налоги и так далее. И войну профинансируют. В банках деньги есть. Ни один банк не обанкротился в России. Вот есть там деньги для того, чтобы продолжать финансирование войны. Вот его эти санкции совершенно не трогают. Трогают они вот то его окружение, которое делало деньги на мирной продукции. То есть вот где-то на невоенном секторе, а гражданские отрасли экономики. Вот они бы, конечно, хотели прекращение санкций. Им это очень неудобно, потому что нету инвестиций вот в их отрасли, нет технологий, кадров, много чего нету. Они хотели бы прекращения войны и снова, чтобы открыть Россию для иностранцев, для того, чтобы она вместе со всем остальным миром нормально развивалась и пользовалась научно-технологическими какими-то благами этого прогресса всемирного. Вот они, конечно, я думаю, хотели бы прекращения войны, потому что санкции им мешают. Да, санкции загнали некоторые отрасли России в глубочайшую дыру. Это автомобилестроение, авиастроение, гражданское судостроение. Вот куда ни посмотрим, вот все, что касается гражданского, в очень тяжелом положении все оказалось. Все переходит куда-то в военную отрасль. Поэтому у Путина интереса к прекращению санкций нет никаких. Давайте вспомним, что Путин сам вводил санкции против российской экономики. Он на протяжении 25 лет делал работу иностранных инвесторов в России все труднее, труднее и труднее. Он ухудшал инвестиционный климат в стране. Он добивался принятия законов, которые дискриминировали иностранные компании, инвесторов, просто выгоняли их.
вот запрет на работу нефтегазовых компаний на континентальном шельфе, ограничение размера запасов на одном проекте, который можно было позволить разрабатывать иностранным компаниям, и много-много что еще. То есть повыгонял все, что можно. А потом и «Газпром» вывел с европейского рынка. Вот уж такой удар нанес по российской экономике и по «Газпрому». То есть ему эти экономические меры, если к нему придут, скажут, мы сейчас вам вот такие экономические меры, он говорит, да, я их начинал, вот эти экономические санкции против России, и с удовольствием вижу, что вы их тоже вот в моем ключе продолжили. Так что это не то. А вот публика вокруг, вот да, она хотела бы снятия санкций, прекращения войны. Это совершенно определенно. Я знаком с некоторыми людьми из этой публики. Вот им это уже давно надоело. И поэтому, да, вот, а потом давайте представим себе, какие санкции. Вот что еще могут придумать? Потому что вот эти все санкции против так называемого теневого флота танкеров, это имитации, конечно, это не санкции. Они не работают. Ну просто. Мы видим, отслеживаем танкеры. Вот пришел танкер, вот совсем недавно, танкер «Вега». Он под санкциями Евросоюза и Великобритании. Он спокойно вышел из Балтийского порта, по-моему, в Усть-Луге он загрузился. Обошел через Суэцкий канал, прошел через Красное море, где хуситы там стреляют. И в Индии он разгрузился, идет сейчас обратно. И он не один такой. Вот за этим всем следят, ничего не помогает. Толку-то никакого нет. Ничего против этих танкеров уже не делают. И индийцы принимают эту всю нефть. Но нету таких санкций. Вот недавно один очень хороший человек, это прекрасный экономист, Иноземцев, вот он предсказал, вот он сейчас опубликовал хорошую такую статью, где он сказал, что, вы знаете, эти экономические санкции могли бы быть действительно эффективными. Если бы вот тот же самый Трамп не накладывал бы такие огульные пошлины на все товары из такой-то страны, а просчитал бы, какая польза вот для Китая, для Индии конкретно от импорта российской нефти. Вот что они на этом выигрывают. И вот на эту сумму наложил бы пошлины конкретно уже, вот тогда, может быть, был какой-то вот эффект. Они бы тогда подумали. А когда вот так огульные вот эти санкции, ну они работают, но, по-моему, баланс мировой торговли они никак не изменят. И, как показал индийский опыт, они не заставят индийцев передумать и отказаться от партнерства с российскими нефтяными компаниями. А потом я вот еще один момент заметил. У нас очень любят говорить, вот Индия, вот Индии предложила Россия дополнительные скидки на российскую нефть. Там $5 теперь говорят, еще что-то там такое. Но это все вот эти утечки, которые официально никто ничего не предлагал, конечно. Ни таких заявлений нет. Потом, это что, правительство Российской Федерации предложило такие скидки? Оно торгует нефтью? Нет, это компании. Это российские компании продают нефть индийским компаниям. И цену-то они определяют по контрактам, пусть маленькие контракты, краткосрочные, спотовые или долгосрочные контракты. Но это не правительство, ни одно и ни другое. Это вот там рыночные условия, согласятся покупать по такой цене, вот тогда они такую цену будут назначать. Поэтому тут идет жуткий совершенно туман вот, пропагандистский, что вот там Россия то-то предложила, это вот эти предложили. Ну да, вот что могут они сосчитать? Вот в Индии посчитали. Говорят, я видел, очень серьезные были такие подсчеты, сколько они выигрывают, когда покупают нефть не в Персидском заливе, а покупают нефть в России. И оказалось, что на баррель у них выигрыш сейчас примерно $1.70. То есть, ну могут они отказаться и перестроиться. Дальше начинают сказки рассказывать о том, что вот индийские нефтеперерабатывающие заводы, они сейчас приспособились под российские сорта нефти, вот Юралс вот этот, и перестроиться им снова на какие-то вот сорта, которые идут из
Абу-Даби или еще откуда-то, вот им ужасно трудно, это дополнительные расходы. Да нет, конечно. Ну вот индийские заводы 42 сорта нефти принимают разные. И они настолько гибко реагируют на плотность нефти, на содержание серы и так далее, что они довольно легко могут перестроиться. То есть у них есть все возможности поменять на заводе какую-то технологическую цепочку и прогнать нефть любой консистенции, любого содержания серы. Опять, это вот информационный туман нагнетается какой-то вокруг этого. Вот это не может быть. Да нет, все нормально. Вот я смотрю на рынок, это как градусник по утрам. Вот я начинаю и потом несколько раз в день обращаюсь к котировкам на нефтяном рынке. Вот сколько стоит нефть? Вверх она идет или вниз? А она вверх не идет. Вот понимает ли Трамп, насколько недейственны его угрозы? Потому что мы выяснили, что Путин это понимает, просто для него приоритет война, и он может игнорировать эти угрозы. Да, там. А Трамп понимает, насколько они недейственны? Потому что получается... Повышенные ожидания раз за разом с Трампом заканчиваются ничем, пшиком, понимаете? Он то ультиматумы ставит, потом передвигает, отодвигает, заменяет. Но сам-то он понимает, ведь он в бизнесе, в общем, в целом понимает, да, так сказать, уж в какой степени, но король сделок, не король сделок, но понимает, что работает, а что не работает. Потому что отдельное его заявление, он говорит, вот если, вот он буквально накануне заявил, если на $10 еще понизить нефть, то это повлияет на остановку войны. Начиналось с того, что он не понимал. Так. Вот он, когда обещал прекратить войну за 1 день, да, не понимал. За 100 дней, и что он будет, это хороший человек, Владимир Путин, мы с ним там договоримся, это будем действовать путем взаимной выгоды, какие-то сделки. Про редкоземельные элементы какие-то стали говорить, еще что-то. Это полное непонимание того, что происходит. Абсолютно. Это вот некомпетентность в этом вопросе абсолютная полная. Но в последнее время он стал говорить, вот честно признаваться. Вот я слушаю, что он говорит. Он говорит, вы понимаете, что не работают. Вот санкции не работают. И Путин продолжает вот так себя вести. То есть какое-то понимание у него вышло наружу даже вот в заявлениях. Но продолжаются, это заявление про $10, но оно некомпетентное, вот мягко говоря. Первое, давайте посмотрим. Для того, чтобы цена нефти изменилась на $10, что нужно? Вот чтобы нефть подешевела, это значит, нужно, первое, чтобы на рынок были выброшены большие объемы нефти. И она тогда придавит вот эти большие объемы, поскольку спрос не угонится за предложением. У нас же сейчас даже предложение больше спроса, где-то на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Добывается больше, чем миру нужно. То есть это первое. Второе. Или в каких-то странах резко сократится потребление нефти. В Китае, там где-нибудь еще, в Индии, то есть в тех, кто много потребляет нефти, в Соединенных Штатах, там еще где-то. Этого нету. Ни того, ни другого. То есть колебания на $10 за баррель цены нефти, они сейчас с учетом спроса и предложения, то есть фундаментальных факторов, они не работают. Мы уже видели. Мало того, мы видели такие фокусы, когда серьезно на цену нефти не могли повлиять даже военно-политические какие-то происшествия в районе Персидского залива. Та же самая 12-дневная война Израиля, а потом уже и американцев против Ирана, на цену нефти на мировом рынке там были подскоки, все это краткосрочные. А так все вернулось в какой-то коридор, более или менее равномерный. Тот, который после взлета, постковидного взлета на $120 за баррель, он уменьшается. И вот сейчас 66, 68, до 70 доходит. Это нормально. И вот эти все колебания, коридор такой нормальный. И как заставить эту цену измениться на $10? Я не вижу таких способов.
Ну хорошо, тогда с другой стороны зайдем. Роль Китая и реакция Китая. То есть он созванивался, Путин, перед вот предстоящей на следующей неделе встречей с Си Цзиньпином. Он и с другими созванивался, вы уже сказали, что он изображает. Может же было не сообщать протокольно о том, что такие звонки состоялись. Ну, позвонил. Нет, это специально надо действительно показать. Но единственный звонок, с кем, конечно, он обсуждает реально это все, это Си Цзиньпин. Он обсуждает тактику, стратегию, как себя вести, что выламывать, на что соглашаться, на что нет. Но это имеет смысл. Там, может, отчасти с моде, но все-таки с Китаем понятно, какие взаимодействия, какая связь и так далее. На ваш взгляд, вот Китай отдает себе отчет, что, во-первых, так сказать, эти переговоры – это, ну, как бы способ со стороны Трампа надежда решить вопрос войны и мира. И где здесь Китай в этом уравнении? Где его интерес? Что я пытаюсь под этим? Ну ладно, там санкции, которые в отношении Китая, там тоже 25% по аналогу с Индией ввести, они уже сказали, что не будут следовать, не будут прекращать эти поставки и так далее. Но Китай имеет прямой интерес из этой войны извлечь прямую же выгоду, прежде всего политическую, геополитическую, историческую, захвата Тайваня. Да? Ему должны передать Тайвань, тогда он еще готов как-то вовлечься в процесс урегулирования. Но в целом, на ваш взгляд, как реагирует Китай? Ну, то есть, грубо говоря, будет он торпедировать эти переговоры? А что без меня собрались? А что обсуждаете? Вот. А у меня такое вот впечатление, что Путин туда позвонил с одной такой целью – предупредить Си Цзиньпина, что он не собирается прекращать войну. Угу. Что все это вот, будет встреча, если будет встреча, будут фотографии совместные, будет рукопожимание и все остальное, но войну прекращать не собирается. Он успокоил китайского руководителя. Потому что там уже совершенно откровенно, вот министр иностранных дел сказал, что прекращение войны, в победе Украины совершенно Китай не заинтересован, и это так оно и есть, объективно. Потому что когда Китай видит, вот, что в России в результате войны санкции, уход иностранных инвесторов и компаний, и всего остального, первое, это у него на блюдечке вот вся страна, это рынок, куда он может китайские товары как угодно абсолютно пристроить и командовать этим рынком в отсутствии конкурентов, все что угодно. И дальше из России он может получать по дешевке с гигантскими скидками и энергоносители, и все, что ему заблагорассудится. Вот все, что нужно, он из России получит. Мало того, еще и трубу проложит за свой счет, и организует доставку, и всю логистику отработают, и будут себе в убыток китайцам все это поставлять. А зачем ему войну прекращать? Конкурентов, что ли, вот западных ему надо видеть на российской территории? И поэтому Путин туда совершенно точно вот в роли вассала китайского, он туда звонит и говорит, что, уважаемый господин, мы вот тут вот посмотрели, вы уж простите нас, мы собираемся ублажить этого американского фанфарона. Вот мы с ним где-нибудь там встретимся, поговорим, но вы не думайте, что мы прекратим бомбардировки, там, попытки наступать на фронте и все остальное. Нет, вот все будет так, как вам удобно. Ясно. Смотрите, Михаил Иванович, давайте еще про Европу поговорим отдельно, потому что было и с другой стороны звонки. Было заявлено официальным представителем в Вашингтоне, что после Уиткофа, после его визита в Москву, после доклада президенту Трампу, были понятны Зеленскому, это ясно, но и в европейским лидерам. Мне кажется, что это было связано с возможностью отмены санкций и Америкой, и Европой в случае договоренности, то, что Москва явно настаивала на отмене всех санкций, не всегда звучало на отмену всех санкций. Можно ли допустить, что, скажем так, Трамп может распоряжаться американскими санкциями, кстати, далеко не всеми, между прочим, какие-то введены Конгрессом. А вот европейские санкции, там вообще 30 стран, которые принимают консенсусом. Любая одна возмутится, так же, как Венгрия возмущается о введении санкций, любая возмутится
на сайте ЕС отмене этих 18 пакетов, и все, пакеты останутся. Здесь есть какая-то тонкая грань, которую Трампу приходится преодолевать для того, чтобы добиться консенсусного, такого обширного консенсуса для отмены санкций, ну и движения к мирным инициативам, к их реализации. Вот мне не верится в такое развитие событий. Я не думаю, что во-первых, санкции очень быстро не отменяются, это точно совершенно. Если давайте вспомним тот же пример Джексона, Веника. Да, это сколько лет. Извините, каждый год президент уже после перестройки отменял это. Президент вот все пытались, сколько все тянулось. И здесь сразу это все, конечно, не отменить. И, судя по всему, это просто уже звонки были вежливости, информационные какие-то звонки. А не могу себе представить, что Трамп сказал: вы знаете, у нас все готово, если Путин сейчас прекратит военные действия, мы начнем движение к отмене санкций. Да, он может такое сказать и сказать, как вы там в Европе на это смотрите. Но смотреть уже надо не по отдельной стране, а смотреть надо уже по Европейской комиссии, Европарламенту, Совету Европы, по всем вот этим механизмам, которые там в этом направлении работают. А это пока опять слова. Вот их комментировать очень трудно. В Вашингтоне на слова не скупятся. Вот все, что угодно они могут обсуждать, на самом деле, видя, что никакого движения в этом направлении реально не будет. Но пообсуждать вот какие-то такие варианты, как отмена санкций, они готовы хоть каждый день и каждый час. Поразительно. Ну хорошо, последний аспект, который стоит обсудить, это касается место проведения. Вот смотрите, сейчас тут появлялась вчера информация, что чуть ли не сам Трамп обращался в Рим, к Мелони, может ли стать местом проведения такой встречи Рим. Ну и вроде как уже звучит отказ, потому что действует в отношении Путина ордер Международного уголовного суда, хотя я думаю, это не единственный предлог, знаете, принять у себя, а Италии что от этого, чтобы потом клевали и говорили, вот, так сказать, запачканной кровью бродил по вашим улицам, значит, военный преступник и так далее. Ну, то есть, как бы мотива ноль, да, принимать у себя Путина, то точно, да. А какая, по вашему мнению, из стран, скорее всего, возможно, Персидского залива, Арабский Эмират, который вроде как кивнул Путин на президента, посещавшего Москву в Георгиевском зале, то ли Саудовская Аравия, где уже такие переговоры были в Рияде и в Дохе в свое время, то ли в Стамбуле, в Турции. Какой больше имеет претендент шансов на то, что из этих перечисленных стран, может, каких-то еще, на то, что станет местом проведения таких прямых переговоров? Да, это вот какая-то из мусульманских стран, которые не примкнули к Римскому статуту, которые не будут арестовывать российского президента. Это и Турция. Пожалуйста, можно не обязательно в Стамбуле, а можно еще где-то в Турции провести такую встречу. Это и Персидский залив, за исключением Катара, естественно, поскольку тут Катар, у него чувствительная очень роль как спонсора терроризма. А Саудовская Аравия и даже Абу-Даби, Дубай или Фуджейра какая-нибудь. Да, в конце концов, Оман. Очень, очень интересная страна, где тоже можно проводить такие встречи. Поэтому, да, география может быть самая разная. Ну, просто понятно, что это именно это, например. Представь себе в Женеве, в Хельсинки или в Риме. Это очень маловероятно. Это не Тегеран, не Пхеньян, это вот и туда, и в Сингапур никто не полетит для этого. Да, вот я об этом же.